Добрый день, Эльза. Добрый день, старик. Так, это, значит, будет обещанная мне Тутырган урдак. Урдак, абсолютно. Фаршированная утка. Да, раньше... Вы хотите утку начинить яблоками? Да, раньше ее готовили, конечно, начиняли полбой, но так как сейчас уточка у нас практически это утенок, и выращивается более короткий срок, не год, не два, не несушки, да, поэтому, и тем более полбу нужно замачивать. И она быстро приготовится. Заранее, да, уточка очень быстро приготовится, поэтому я предлагаю тот вариант, который сейчас вошел уже в обиход, это гречку с яблоками. То есть полба в современных утках просто не успевает приготовиться, я правильно вас понял? Да, абсолютно верно, потому что уточка сейчас молодая. Я могу посолить утку, натереть ее? Да, обязательно нужно ее натереть. Иначе она вкусно не будет. Сейчас мы уточке сделаем массаж, сначала массаж грудки, потом массаж спинки, лапки все натрем. И она будет сочная, вкусная. Эта уточка будет мне благодарна, скажет, что какой мужчина попался. Так. Изнутри, скажите, пожалуйста, тоже подсаливаете? Да, обязательно. И я что-то вот взялся за самое приятное дело массажировать утку. А вы мне скажите, пожалуйста, гречку ведь тоже надо, наверное, подготовить, а? Обязательно. Гречку нужно предварительно довести до... Почти что до готовности. До готовности, на 70 да. Готовности. И как здорово, что здесь топится печь. Я полюбил этот дом за то, что здесь всегда топится печь, и можно все испечь. И можно сейчас поставить этот горшок на плиту. И получим гречку самую правильную. В гречку тоже щепотку соли. А как без соли? Я бы в гречку... Ну, вообще-то утка жирная, но все равно я бы в гречку положил бы немного масла. Вы как смотрите на это? Я только за. Вот приятно поговорить с умной женщиной. Что скажешь, она сразу соглашается, не спорит с мужчиной. Вообще у нас не принято спорить с мужчиной. Ну вот это вот Тем один более. кусочек масла. Да. Один кусочек масла и все. Чуть-чуть. Эльза, знаете, Да, гречка не полностью готова, но так, на 50%. Я думаю, этого достаточно. Она у нас доготовится, будет томиться в нашей уточке. Внутри утки. Да, внутри утки. Жирочек ее сейчас обволочет утиный. Будет очень вкусно. А блюдо, приготовленное с душой, да еще в печи, я думаю, оно будет еще вкуснее. Горячо, осторожно. Не знаю, как мы будем это фаршировать. Так, уточка у меня практически полностью соленая. Сейчас чуть-чуть ножки, гуску и немного соли внутрь. Несмотря на то, что гречка соленая. Так, а перец? Перец обязательно кладем. Сейчас мы с вами должны перемешать гречку, яблоки. Соль у нас уже там есть. Давайте, опускайте. Заодно и гречка немножко остынет, а то и ж рукой придется как-то, наверное. В любом случае, да, начинать придется руками. Держите утку, а я как-то попытаюсь не обжечь вас и уложить все туда, куда надо. Прекрасно. Есть блюда, которые не надо объяснять, как это будет вкусно. Есть блюда, которые надо объяснять. Покажешь фотографию или видео, люди говорят, а что это вкусно? Неужели это вкусно? Ну вот насчет утки, нафаршированной гречкой, яблочком зелененьким. Как это может быть невкусно, а? Скажите, пожалуйста. Это только самый бессовестный человек может подумать, что это невкусно. Бездушный человек, бездушный. Без души, без сердца. Давайте мы немножечко утрамбуем.
С виду большая, помещается в нее совсем немного. Подержите еще чуть-чуть. Китайцы научили меня застегивать, так сказать, утку при помощи зубочистки, либо вот еще удобнее, если шпажка бывает для шашлыка. Вот прям еще лучше получается. Смотрите. Раз, сюда. Теперь чуть-чуть сюда. И в другую сторону. Надо взять на заметку, потому что раньше мы ее зашивали. Теперь очень удобно, я думаю. Не откроется, не откроется. Вот двух зубочисточек вполне достаточно для того, чтобы утка не открылась. И когда принесли на стол, очень быстро зубочистку вытащили и все. И вот тебе ее богатый внутренний мир. Пожалуйста, любуйся. Эту в эту сторону. А теперь сюда. Эту в эту сторону. И все. Давайте обернем поднос. Его потом легче мыть будет. Держите рулон с фольгой, а я буду держать поднос. Вокруг него, снизу. Вокруг. И один раз поперек. Знаете, есть еще один момент. Ну, некоторые обрезают эти крылышки. Вот потом вот эти-то, которые будут лежать в сторонку так, они очень быстро сгорят. Они обгорят. Потому что тушка-то вот должна пропечься, а крылышки там в них сантиметр мяса. Вот смотрите, здесь берешь, вот так вот прокалываешь ножом в шкуре прям, и делаешь карман. И крылышко в карман. И все, крылышко прижато и не пригорит. И вся курочка получается такая какая-то более сбитая, да? Очень так, красиво, вот да. здесь дырочку вдоль тушки. Это все, вот и вся хирургия, понимаешь ли, с уткой. Утка в пиджаке получилась, да? Такая прям вот солидненькая. Вот мне бы очень хотелось, чтобы она у нас получилась румяная, красивая. И я для этого, знаете, что сделаю? Я возьму вот немножко масла и смажу ее, и этого достаточно. Некоторые говорят, там меда мазать, этим мазать. Ничего не надо. Если у вас печь или хорошая духовка, помажьте что птицу, что рыбу, что будете запекать. Помажьте маслом, поставьте и посмотрите, какой будет результат. Примем на заметку обязательно. И с другой стороны тоже. Вот она какая. Сразу заблестела, залоснилась. Утка, барашек. Понимаете, все это нам Бог посылает, Аллах посылает. И единственное, что мы можем сделать с этими дарами природы, с дарами нашего труда, с подарками от Господа, да, за которые следует благодарить, за пищу, которую дает каждый день. Все, что мы должны сделать, это не испортить эти продукты, а украсить их и приготовить так, чтобы люди, которые ели, ну то есть вот я и Эльза, испытали удовольствие и наслаждение. Понесли в печь? Понесли? Идемте, будете мне помогать немножко. Будете руководить мною. Сталик, необходимо разгрести уголь. По краям печки, да? Да, по краям печки. Подальше от уточки. Хорошо. Здесь немного угля лишнего, но печка хорошо протоплена. Печка протоплена просто на славу. И как ее? Куда бы вы хотели? Прям по Поглубже, центру, подальше? Поглубже. Хотелось бы поглубже, чтобы она запеклась. Давайте еще чуть-чуть. Я думаю, достаточно. И печку, я думаю, прикрыть, да, крышечкой? Да, обязательно прикрыть. Ну, всю печку прикрыл.
Я сильно удивлюсь, если эта утка получится какой-то невкусной. С полбой как-нибудь в другой раз. Сколько запекать? Да, эти молодые уточки запекаются 1,5 часа. Отлично. 1,5 часа это совсем недолго. Как раз успеем манты приготовить. Манты с уткой пообещала приготовить Эльза. Точнее, научить меня, как готовить манты с уткой. Сколько мантов я ел, переел. Вот манты с уткой не ел ни разу. Приходите к нам в следующий раз. Не забудьте подписаться на наш канал, нажать колокольчик, оставьте добрый комментарий в адрес Эльзы. Посмотрите, какая женщина. И встретимся сразу после рекламы. Достаем и разрезаем утку. Проверяем наше мастерство. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады. Эльза, вот скажите мне, пожалуйста, откуда я должен взять столько терпения и так долго ждать утку? Что бы мне ни говорили, пойду открою печь и достану. Эх, ох, жар от печи еще очень солидный, очень изрядный. О-о-о! Какая прелесть. Что прелесть? Подождите, аромат какой из печки выходит. Жира натекло, полный противень. Ух, со всех сторон жир обжигает не по-детски. Ох, донести бы до стола и не разлить всю эту драгоценность. Это, знаете что, я без хлеба вот это кушать не буду. Поясню почему. Потому что этот жир, наверное, самое сладкое, что может быть в этой утке. Ну что, разрезаем? Да, давайте приступим. Ну что, попробуем? Тарелочку-то, смотрите какая. Вот на ней нарисована эта самая уточка. Сейчас эта уточка здесь и окажется. Иди сюда, моя дорогая. Мне интересно, как получилась начинка. Утка получилась потрясающая. Но утка такая тяжелая, что
Может быть, ее прилипло. Ай, прилипло. Знаете, вот этот вот волшебный запах, вот этот волшебный аромат утиной шкурки, это когда я вдыхаю аромат утки, я превращаюсь в Паниковского. Я теряю разум и готов воровать жареных уток. Ну-ка, как там ножка? Да вот она. Вот она. Кусочки мяса с усталым вздохом отпадают от косточек этой утки. О! Как же начинка? Как же там начинка? Сейчас доберемся до начинки. Где моя большая-пребольшая ложка? Без ложки не обойтись. Вот она начинка. Ничуть не менее ароматная, чем сама ножка. Посмотрите, яблочки. Как ее? Гречка. Вот это да. Вот это сила. Вот она красота татарской кухни. Келіңіз бізге Татарстанға. Ашларыңыз Тәмле болсын.